Сегодня обсудим такого вот персонажа, о котором в интернете только исключительно положительные отзывы и только положительная информация. Ничего плохого в интернете об этом гномике нету, друзья мои. Да. И со стопроцентной уверенностью я вам заявляю, данный ролик Gangsta Barbershop, сегодняшний выпуск, первый за всю историю в интернете, вообще в целом, в мире это первый правдивый и самый настоящий ролик об этой беспонтовой капроновой мочалке по имени Рик Рубин, друзья мои. Так, для тех, кто не знает, кто такой Рик Рубин и задается вопросом, почему, какого хрена этому дурачку уделяется целый выпуск межгалактического проекта Gangsta Barbershop, быстро в двух словах расскажу. Друзья мои, Рик Рубин, тот, кого считают лучшим продюсером за всю историю музыкальной индустрии. К Рику Рубину приписывают просто продюсирование абсолютно всех артистов без исключения. Всех в целом. Металлика, Red Hot Chili Peppers. От рока до попсы просто все, без разбора. Red Hot Chili Peppers. Run DMC, LL Cool J, Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, Linkin Park. Я не знаю, кто там еще. Eminem, конечно же, Eminem. Бесконечное количество. Wu-Tang Clan, забыл, извиняюсь. Wu-Tang Clan, наркаши, да, вот эти дешевые наркоголики Wu-Tang Clan тоже приписываются этому никчемному, абсолютно никчемному капроновому мочалу. Так, теперь... Вот кто такой Рик Рубин. То есть тот, кто просто спродюсировал всю музыкальную индустрию. Так, поэтому мы взяли сегодня вот эту вот машинку, да, вот эту вот гениальную историческую машинку. Эта машинка сбрила на лысо уже 96 фейков, да, и это 97-й фейк, который вот эта великолепная машинка сейчас будет нахер сбривать. Но сначала чуть-чуть подстрижем. Вот, видите, я не знаю, вам в камеру видно, вот, волосок валяется, который уже, это исторический волосок. Он был срезан в первую очередь с этого дурачка Рика Рубина, да. Рик Рубин, ага, так, ну вот сейчас начнется, друзья мои, кипиш. Конечно же, Рик Рубин не то что никакой не лучший продюсер в истории, друзья мои. Рик Рубин, я вам еще больше скажу, Рик Рубин за всю свою карьеру не спродюсировал ни одного артиста, ни одного. Сейчас узнаете, кто такой Рик Рубин, почему этот дурачок. Мочалка вот это, знаете, мочалки, помните, они такие раньше были, я не знаю, сейчас есть или нет, капроновые мочалки такие, с двух сторон, держалка для рук, капроновая мочалка, от которой волосы вот так торчали, да, и чтобы мыться, вот один в один посмотрите на ебало этого дурачка и сравните с этой мочалкой, один в один, да. Вот это, поэтому он капроновая мочалка. По факту Рик Рубин ничего большего, чем капроновая мочалка. Даже этот дурачок Доктор Дре, это беспонтовое, бесхребетное существо Доктор Дре, даже Доктор Дре
чуть-чуть лучше Рик Рубина, за счет чего хотя бы доктор Дре умел сводить песни. Сейчас, конечно же, на сегодняшний день доктор Дре не умеет сводить песни. Все. Доктор Дре, потому что сведение, которое доктор Дре делал, уже устарело. Сегодня так никто не звучит. И сегодня доктор Дре не актуален даже как звуковик. Ну ладно, хуй с ним, с этим доктором Дре. Я его просто вот так вспомнил, чтобы вы понимали, что насколько никчемный Рик Рубин. Поняли? Да. Так вот, а как же так получается, вы спросите, дядя, что персонаж, который вообще не имеет отношения к музыке и продюсированию, получил такую славу и такое имя, репутацию лучшего продюсера в истории. Сейчас узнаете, как этот фейк работает. Друзья мои, ну вы же понимаете, что шоу-бизнес, те, кто не первый раз на барбершопе, а те, кто первый раз, посмотрите другие выпуски, вы поймете, что шоу-бизнес, он того и называется шоу-бизнес, потому что это фейк, шоу, театральная постановка. Вам никогда не покажут правду. Запомните, вот единственный проект Gangsta Barbershop, который раскидывает, что к чему на самом деле. Так вот, Рик Рубин. Рик Рубин, обычная капроновая мочалка, которая из себя ничего не представляет. Как Рик Рубин, начнем с... давайте еще раз по-быстрому. Рик Рубин в интернете представлен как? Просто все блогеры, все артисты, все бесконечное количество людей, забейте в Ютубе ролики про Рик Рубина, забейте в Гугле, вы увидите только хвалебные, только нахваливания, больше ничего. Все молятся на Рик Рубина. Особенно нонеймовские дурачки, артисты весь день читают книгу Рика Рубина. А Рик Рубин, конечно же, друзья мои, Рик Рубин, как каждый себя уважающий ноль, как каждый, любой себя уважающий ноль пустышка, конечно же, Рик Рубин выпускает свою книгу, обучающую, как двигаться артистом. Да. И, конечно же, эта книга... обычная, не то, что даже для туалетной бумаги она не подойдет ни в коем случае. Нет, ни в коем случае. Но эта книга прекрасно подойдет для того, чтобы листки, страницы из этой книги подложить под лоток, кошачий лоток, чтобы кошки срали и ссали на эти листки, страницы из книги Рика Рубина. И я вам скажу, даже один пример приведу, и все будет ясно, понятно. Эта книга недостойна даже того, чтобы открывать первую страницу, но, конечно же, все нахваливают. Ну, почему? Потому что человек тупое существо. Человек думает, ага, смотрите, это мочалка капроновая, беспонтовая, известный продюсер на весь мир, он знает, что он говорит. Но по чесноку Рик Рубин, как никчемное существо, конечно же, выпускает безграмотную, тупейшую книгу. И только лишь вот один просто пример. Рик Рубин, с чего начать? В первую очередь, да, вот это, я цитирую эту мочалку, тупую, беспонтовую мочалку. С чего начать? В первую очередь, ты, артист, должен взять все свои черновики, все свои наброски, все, даже небольшие какие-то запятые, которые ты где-то что-то записывал, все мелодии, которые у тебя в голове играли, и ты записывал на диктофон, все вот ты должен собрать в одну кучу и садиться и из этого что-то собирать. Ну, конечно же, это слова непрофессионала. Ни один профессионал, ни один профессиональный композитор, музыкант, продюсер никогда такую чушь не посоветует никому. Никогда. Теперь объясняю почему. Смотрите, друзья мои. Это слова исключительно тупого исполнителя, продюсера, кого угодно, который не знает, как работать с музыкой. Да? То есть, смотрите, в какой момент
В какой момент никчемные артисты прибегают к тому, что начинают раскапывать какую-то неудачную свою предыдущую работу. Только в том случае, когда они в тупике и не знают, что делать. Но, друзья мои, в тупик никогда не попадет профессионал. Профессиональный музыкант никогда не окажется в тупике, где он не знает, что делать. Это факт. Любой профессиональный музыкант вам об этом, вам это подтвердит. Почему? Потому что такое музыка? Да, если вы будете слушать дурачков всяких, вы будете говорить: музыка — это творчество, для этого нужна муза, надо, чтобы что-то вдохновило. Это все чушь. Это брехня, это позорные слова, это слова непрофессионала, это слова тупицы, который не знает, что спиздить, поняли? Да. Ну и, конечно же, Рик Рубин вот это вот пирданул, что в очередной раз доказывает, что никчемное существо, которое вообще не имеет отношения к музыке. Так. Но в интернете Рик Рубин лучший продюсер в истории. Теперь давайте разбираться и сбривать нахер на лысо этот беспонтовый фейк. Так вот, Рик Рубин, друзья мои, как Рик Рубин вообще очутился в музыке? Да. Рик Рубин с детства умолял, хотел научиться играть на инструменте, хоть на каком-то, да. Он был фанатом рок-музыки, рокер, беспонтовый рокер, да. По его внешности мочалистой вы это видите. Обычная капроновая мочалка решила стать рокером, да. Рик Рубин начинал свою дорогу беспонтовую, которая так и не началась, в качестве рокера, да. И он связался с одной никчемной рок-группой, вот серьезно, никчемная рок-группа, которая хайпанула не за счет своей хорошей музыки, не за счет того, что они крутые артисты, а за счет скандала на концерте, где было 50 человек. Друзья мои, обычный квартирник, да. Обычный квартирник, во время этого квартирника напились, набухались эти рокеры, начали с фанатами пиздиться. Артисты с фанатами начали друг друга хуями крыть. И вот так вот чуть-чуть какое-то имя приобрела эта группа. Неважно, это все хуйня полная. Одним словом, Рик Рубин обратился к какому-то рокеру вот из этой группы или что-то там подобное. Умоляю, говорит, научи меня играть на гитаре. Да. Я хочу подключиться к року, я хочу быть рок-артистом. Рик Рубин заявляет, что он хочет быть рок-мочалкой, да, мочалкой для рокеров. Так вот, которые яйца будут рокеры подчесать, так. И вот Рик Рубин начинает ходить на уроки гитары у этого самого никчемного рокера, да, он сам никчемный рокер. Но не помню, как его зовут, и не важно. Но этот никчемный рокер начинает, конечно же, своими никчемными клешнями учить этого никчемного Рика Рубина. Но Рик Рубин настолько мочалка, что после третьего занятия, даже этот тупорылый, никому не нужный рокер вот так встает и говорит: мочалка, убирайся отсюда, нахуй из моего гаража. Да, эта группа в гараже. Плесень, покрытая плесенью, бабушкинский гараж, да, плесенью покрытый, крысы там дохлые валяются, тараканы вот так с крыши падают, вода течет, когда дождь идет. В общем, вот такой гараж был у него, где Рик Рубин учился играть на гитаре. Даже этот никчемный рокер из этого беспонтового подвального гаража выпиздил пинком под зад Рика Рубина со словами: ты не имеешь отношения к музыке, чепушила, убирайся. И вышвырнул, и за ним закрыл ворота гаража. Рик Рубин со слезами на глазах выбегает оттуда, обиженный на весь мир, что, конечно же, ему никогда не стать рок-артистом в жизни, убегает оттуда и
бежит со слезами на глазах, как Форест Гамп, без преувеличения, бежит, а там небольшая такая хот-дочная стояла, на колесах, да, автобус хот-дог на колесах, и перед которым, да, все правильно, вы поняли, это тот самый, да, автобус хот-дога на колесах, где Notorious B.I.G. в форме сардельки аниматором работал и раздавал листовки «Подходите, сардельки», свежие сардельки, да. Так вот, в этой очереди стоит один Гуталин, да. Гуталин, Notorious B.I.G. привлек этого Гуталина, и Гуталин стоит, ждет свой хот-дог с сарделькой. И в этот момент пробегает как чокнутый Форест Гамп Рик Рубин и нечаянно задевает плечом этого Гуталина и в очереди сбивает его. Гуталин падает на Notorious не B.I.G. Гуталин на него падает, Notorious B.I.G., конечно же, здоровая сарделька. Notorious B.I.G. это как 150 сарделек вот так в один круг. И эта сарделька летит на этот вагончик хот-догов. Этот вагончик хот-догов, конечно же, переворачивается. Все, кетчуп, метчуп, майонез Клайва Дэвиса, потому что Клайв Дэвис тут при делах, вы сейчас узнаете. Майонез Клайва Дэвиса на момент из губ Пафа Дэдди уходит и летит прямо вот на этого Notorious B.I.G. Все смешивается, это горчичный соус, шмоус, все в говне, все они вот так валяются. Рик Рубин, Гуталин, не помню, как его зовут, и это не важно, он тут на одну секунду появляется. Симмонс, какой-то такой, Рассел, в общем, не важно. И Notorious B.I.G. приходят в сознание через некоторое время. Да, и видят, что они все в смеси, в говне валяются, автобус перевернут с хот-догами и пизда. Им всем пизда, потому что сейчас хозяин придет и натянет каждого по очереди. И что происходит в этот момент? Конечно же, и Рик Рубин, и в первую очередь, конечно же, Гуталин вот этот, не помню, как его зовут, неважно, сейчас он исчезнет быстро из истории. Да, они понимают, что сейчас надо отрабатывать бабки, потому что сейчас придет сюда хозяин. Все, уже продавец нажал на кнопку, Бигги инфаркт получил, валяется без сознания. Не знает, что, понимает, что сейчас будут его брюхатить. Да, прекрасно понимает это и Гуталин, который в очереди стоял за продажей. Потому что как ни крути, что ни делай ты, Гуталин, который попадешь под метлу. Да. И, конечно же, они понимают, что сейчас на их шею повесят миллионы долларов штраф. И что происходит в этот момент? Рик Рубин видит, что у Гуталина на пиджаке, а Гуталин в пиджаке был, который все обосрался в горчице. Гуталин был в пиджаке, и Рик Рубин видит, что у Гуталина на пиджаке логотип один есть, да, музыкальный. И Рик Рубин, валяющийся, вот так, они валяются на полу все. Да, Бигги без сознания, но те пришли в сознание. Рик Рубин и Гуталин второй. Да, и Рик Рубин вот так, поглаживая Гуталина по лицу, снимая с его губ майонез Клайва Дэвиса и засовывая себе в рот, да, говорит: слушай, а ты что, музыкант? Тот говорит: ну, не музыкант, но я продюсирую. Кого ты продюсируешь? Я продюсирую своего брата, если не ошибаюсь. И оказалось, что даже если это ошибка окажется, я не знаю, потому что я еще раз повторяю, я не вникаю в суть моментов, которые вообще не влияют на суть роликов. То есть, неважно, он окажется братом, не окажется братом, это все неважно. Суть не в этом, суть в том, что как никчемное существо сделало себе имя, да? Но, по-моему, я не ошибаюсь, этот Гуталин, Рассел какой-то там, оказался братом диджея такой беспонтовой, вонючей, противной группы под названием Run DMC. Да.
И вот что происходит, друзья мои, что происходит? Два дурачка, вот этот вот гуталиновый братик диджея Run DMC, на пару с Риком Рубином, якобы, по информации, которая в сети, якобы вместе открывают музыкальный лейбл, который называется Def Jam Recordings. Так, но, друзья мои, конечно же, очередной фейк. Рик Рубин не имеет никакого отношения абсолютно к основанию Def Jam Recordings, не имеет отношения, он никакой не совладелец Def Jam Recordings, он никто, друзья мои. Сейчас узнаете. Да, и даже, конечно же, не продюсер на Def Jam Recordings. Глава Def Jam Recordings был вот этот Гуталин, братик Run DMC. И, конечно же, продюсер главный был тоже он. Гуталин, обычный Гуталин, да. И вот этот вот Гуталин за счет своего братика, да, он заключил контракт с мейджор лейблом под названием Columbia Music, друзья мои, да. И Columbia Music начала выпускать продукцию, которая создавалась на лейбле Def Jam Recordings, который приписывают к этой капроновой использованной мочалке по имени Рик Рубин. Теперь, друзья мои, давайте разбираться. Факты, конкретные факты из истории. Теперь, смотрите, Рик Рубин немало того, что не имел отношения к основанию Def Jam. Def Jam основал вот этот Гуталин, да, про которого я уже сказал. Во-первых, не имел никакого отношения к основанию. Кем был на Def Jam Recordings? Продюсером? Никогда в жизни Рик Рубин не был продюсером на Def Jam Recordings. И сейчас в обоснование я вам скажу почему. Факты. Только факты, да? Теперь смотрите, никаким. Кем был на Def Jam Recordings Рик Рубин? Обычный агент. Просто агент, друзья мои. И не только на Def Jam Recordings, в целом, по жизни, за всю свою музыкальную карьеру. Рик Рубин никогда никого не продюсировал. От старта с 1984 года по сей день Рик Рубин никого не продюсировал. Рик Рубин обычный агент. Да, друзья мои, что такое музыкальный агент? Ровно точно то же самое, что и в спорте, в любом виде спорта. Будь то футбол, будь то баскетбол, да? У каждого игрока есть свой агент, который заключает договора с футбольными клубами, баскетбольными клубами, хоккейными клубами, неважно, для своего клиента, для своего игрока, спортсмена. Так вот, ровно точно такую же функцию и выполняет музыкальный агент, который делает что? Чем занимается агент? Находит нонейм артиста, неважно какой, талантливый, неталантливый, что, ничто, неважно, находит нонейм артиста и предлагает мейджор лейблу его демки. Если мейджору лейблу нравится, агент, который подписывает артиста на мейджор лейбл, получает свои 20% со сделки. Все. Вот это единственная работа Рика Рубина, которую он делал, начиная с 1984 года по сей день. Находил, чепушил валяющихся в подвале или на мусорке, или, я не знаю, в канаве. Находил таких дурачков, да, и, тащил на мейджор лейблы и пытался заключить контракты. Все, больше ничего. Все, это единственная работа и функция Рика Рубина, которую он выполнял, начиная со старта своей карьеры, начиная с Def Jam Recordings. Вот кем устроился на работу, да, Рик Рубин устроился на работу в качестве агента, музыкального агента на Def Jam Recordings.
а не в качестве основателя лейбла, не в качестве продюсера лейбла. Ни в коем случае. Сейчас идет обоснование моим словам. Дальше. Теперь, что произошло? С 1984 года основанный вот этим вот Расселом Гуталиновым лейбл Def Jam Recordings начинает выпускать артистов, ну, конечно же, всякие Run DMC, Шмран DMC и так далее и тому подобное. Что происходит, друзья мои? Наступает... Тем временем за эти 4 года LL Cool J выпустился там и так далее и тому подобное. За эти 4 года, начиная с 84 по 88 год, сейчас узнаете, почему 88 год, 4 года работая агентом на Def Jam Recordings, Рик Рубин пачками тащил на Def Jam Recordings никому не нужных нонеймовских артистов. Он тащил туда их сотнями. Сотнями тащил. И теперь смотрите, друзья мои, все говорят, Рик Рубин, великий продюсер, никакой не продюсер. Уже мы узнали с вами, что Рик Рубин никогда никого не продюсировал, и это в принципе не его работа. Он просто агент, связной, да, вот. Смотрите, нравится? Не нравится? Убирайся нахуй. Все, следующий. Смотрите, нравится? Нет, не нравится? Убирайся нахуй. Таким способом, что происходит, друзья мои? То есть, Рик Рубин работал на количество. С надеждой... Какой? Что? И я приведу 100 дебилов, а Рик Рубин не разбирается в музыке. Рик Рубин ноль в музыке. Рик Рубин не имеет отношения к музыке, вообще не шарит. И его надежда была, что я нихуя не понимаю, я нихуя не шарю, я просто пачками буду с улицы тащить нонеймов, тараканов, гусениц, всяких червяков, без разницы кого, буду тащить, главное количество. Потому что единственное, что Рик Рубин понимал, теория вероятности существует, и, конечно же, по теории вероятности из 100 приведенных артистов 1-2, конечно же, окажутся талантливыми, с которыми захотят заключить договор. Так и происходит в работе Рик Рубина. Миллионы артистов, которых он тащит на лейбл, отказывают, вышвыривают и так далее. И лишь один вдруг нравится, и с ним подписывают договор. Рик Рубин получает свои 20% и умывает руки. Все, друзья мои. Вот так работает Рик Рубин. Да. И тут наступает 88 год. За эти 4 года, пока Рик Рубин вот так тащил всякий сброд на Def Jam Recording, а этот Гуталиновый Рассел, владелец, основатель Def Jam, ему начало это не нравиться. Не нравится начало это в том плане, что он-то понимает, что за хуйня. За что ты получаешь свои 20, черт возьми, процентов? Ты просто таскаешь сюда бесполезный мусор, сброд, от которого толку нет. Def Jam Recording к 88 году, благодаря лучшему продюсеру в истории Рику Рубину, друзья мои, оказывается на грани банкротства. Да, друзья мои, 88 год, и да, Def Jam Recording чуть ли не закрывают. Почему? Columbia Music. Все та же самая Columbia Music. Major Label, в стенах которого, как вы помните, встроена мойка-очиститель да, от инфекции наподобие артиста, да, этого дурачка Тим Дога и Уитни Хьюстон. Система вдруг начинает потихоньку заводиться. Мотор начинает заводиться. Этот звук начинает слышать Рассел, основатель Def Jam Recording. И прилетает письмецо. Прилетает письмецо от Columbia, офис Columbia Music, и заявляется: слушай сюда, ты гуталиновая петушиня. Слушай сюда. Ты нам больше не нужен. И эта мочалка, которая валяется прямо сейчас в жопе у Уитни Хьюстон на мусорке, пусть убирается вместе с тобой. Пошел он нахер. Да, ваш лейбл закрывается, друзья мои. Мы больше с вами не работаем. Пиздуйте нахуй. И что происходит? Разъяренный гуталиновый Рассел, разъяренный, приходит в офис
офис, где в очередной раз, набухавшись в жопу, а Рик Рубин алкаш. Рик Рубин всю свою жизнь обычный алкоголик. Набухался, вся его вот эта вонючая борода в говне, он уже обливался настолько, смешал все. Коньяк, виски, водку, энергетик, чай, кофе, все смешал этот алкаш и вырубился. Вырубился, во сне блеванул, все стекает грязная блевотина с его ебальника. Заходит Рассел в этот офис, видит, он обосрал ему весь офис, да. Рассел хуй кладет на то, что надо чистить офис. Хуй кладет на то, что надо Джимми Айовину звонить и утилизировать этого пидармота Рика Рубина, мочалку тупую. Да, ему насрать на это, он даже не брезгует. Вот так берет за бороду, которая облевана была полностью. Вот так берет за бороду этого Рик Рубина и начинает вот так через плечо об стол бить. Через плечо об стол бить этого дурачка. А ну, сучара, просыпайся. И вот так. И Рик Рубина прямо за его мочалку, бороду об стол, да. И этот чепушила еле-еле приходит в себя, да. Говорит, слушай сюда, ты, вонючий алкаш. У тебя ровно один день на то, чтобы ты, пидармот, притащил сюда ко мне на студию хоть одного нормального артиста. Иначе нас закрывают, чепушила ты вонючая. Да, и что происходит? Что происходит? Когда Рика Рубина поставили перед фактом, что чепушила вонючая ты, уже 4 года мы из-за тебя не получили ни одного достойного проекта. Мы пошли по пизде. Columbia Music с нами расторгает контракт. Мы закрываемся. Мы, черт возьми, банкроты. Рик Рубин понял, что уже не получится просто алкоголить и без понтовых петушин тащить. Надо притащить нормального артиста. Но, конечно же, Рик Рубин понимает, что он никто, и он этого не умеет делать. И он не найдет нормального артиста, потому что он не шарит, друзья мои. Что делает Рик Рубин в очередной раз все-таки на страховку, чтобы потом не винить свою совесть, что а вдруг бы я попробовал и получилось, идет все-таки притаскивает каких-то дурачков, не беспонтовых, никому не нужных, да, вообще просто нулей, которые к музыке не имеют отношения, а обычные бомжи играли в переходе. Рик Рубин потащил их в очередной раз к Расселу, притащил, говорит, умоляю, давай вот этих возьмем. Рассел посмотрел на них и сказал, Рик Рубин, твой я рот топтал. Аста ла виста, дурачок. И все. Вытаскивает пушку на Рик Рубина. Рик Рубин обосрался, увидев, что сейчас его утилизируют. И сам убежал с Def Jam. Да, друзья мои, Рик Рубин просуществовал в качестве обычного музыкального агента на Def Jam Recording всего лишь 4 года. И в 1988 году этот дурачок покинул лейбл, убежал, а лейбл продолжил существовать. Так вот, каким же образом, друзья мои? Да, сейчас мы узнаем. Самые яркие годы. Смотрите, друзья мои, какой же фейк вам пичкают, как же вас наебывают. Теперь смотрите, самые яркие годы музыкального лейбла Def Jam Recording, который дал этому миру столько мировых имен, да, всякие Wu-Tang Clan, Ониксы, Run DMC, Mary J. Blige, Warren G, Nate Dogg, бесконечное количество имен, да, бесконечное количество имен суперзвезд Def Jam Recording дал после того, как с лейбла, как последняя трусливая чепушила сбежал Рик Рубин, друзья мои, да. А сейчас давайте разберемся, и как же так произошло, что происходит в 1988 году. Когда major label Columbia Music отказывается от Def Jam Recording, и Def Jam Recording уже все, начинает закрывать свой офис и объявлять о банкротстве, что происходит в этот момент? В игру вступает очень грязный персонаж.
Да, да, друзья мои, очень грязный персонаж вступает в игру. Зовут этого персонажа Дэвид Геффин. Скорее всего, я правильно воспроизвожу его фамилию Геффин, да. Дэвид Геффин вступает в игру. Быстро узнаем, кто это такой. Это сумасшедший ученик кого? Конечно же, друзья мои, лучшего в истории Клайва Дэвиса. Да. Так, Дэвид Геффин. Это подпёздыш, ну, бывший подпёздыш. На момент, когда он уже вступал в игру и взял под свой хуй Def Jam Recordings, на тот момент он уже был великим игроком в этой индустрии, да. Дэвид Геффин, друзья мои, ученик, лучший, запомните, лучший ученик Клайва Дэвиса. Дэвид Геффин. А кто такой Дэвид Геффин? Дэвид Геффин – это профессиональный музыкальный агент. И никогда в жизни и не претендовавший на продюсирование. Человек, который сделал к своим 27 годам миллионы долларов сделал на охуенных сделках, продавая никчемных артистов с улицы. Но в отличие от Рика Рубина, Дэвид Геффин разбирался в музыке. И Дэвид Геффин не тащил дурачков на лейблы. А Рик Рубин, он тащил всех с надеждой на теорию вероятности, да? Это же, в принципе, логично. Притащу 1000 артистов, да? Из 1000 по-любому 2 возьмут. Правильно? Все. Вот по такой системе и работал этот дурачок. Но не получилось. На самом деле, друзья мои, карьера Рика Рубина завершена в 1988 году. Все, Рик Рубин был в игре 4 года. Сейчас вы спросите: дядя, а как так получается, что в дальнейшем всех артистов приписывали ему? Сейчас узнаем. Но он ничего, конечно же, не делал. Так вот, вступает в игру Дэвид Геффин. У Дэвида Геффина на тот момент свой собственный музыкальный лейбл под названием Geffen Records, в свою честь, да? Вернемся быстро на секунду назад. Так вот, профессиональный музыкальный агент Дэвид Геффин что делает? Да, Дэвид Геффин находит реально талантливых игроков, реально талантливых музыкантов, находит в всяких барах, во всяких таких небольших забегаловках, в которых живая музыка играла. Он приходил, забирал дурачков и тащил к кому? Конечно же, к магнату Клайву Дэвису. И Клайв Дэвис безукоризненно заключал договор за каждого артиста с Дэвидом Геффином. Дэвид Геффин и Клайв Дэвис. Друзья, хорошие друзья, потому что Дэвид Геффин приносил ему бесплатных дурачков, которые пахали и пригубливали бесплатно и безукоризненно специально Клайву Дэвису. Поэтому Клайв Дэвис любил Дэвида Геффина. Да, любил, потому что Дэвид Геффин профессионально знал вкус Клайва Дэвиса и четко поставлял беспроигрышные варианты, которых Клайв Дэвис 1 к 1 подписывал. Да, 1 к 1. И вот так Дэвид Геффин, благодаря контрактам с Клайвом Дэвисом, делает себе состояние и, конечно же, открывает свой собственный музыкальный лейбл под названием Geffen Records. Так вот, Geffen Records на тот момент, могу ошибаться, но еще раз говорю, неважно, под каким мейджор-лейблом Дэвид Геффин двигался, это неважно. Sony Music, насколько я знаю, но, еще раз повторяю, неважно, потому что все равно, смотрите, Sony Music, Warner Music, Columbia Music и так далее, они все вот так идут, и пирамидой упираются в один главный музыкальный лейбл под названием Universal Music. Все в итоге пойдут в Universal. Поэтому даже если я сейчас скажу Sony Music, а окажется, что Universal или наоборот, это не имеет значения. Они все дочерние компании Universal Music, да, Sony Music в том числе. Когда-то, конечно же, все эти Sony Music, Warner Music, Columbia Music, когда-то они были отдельными суверенитетными музыкальными мейджор-лейблами, да. Но, как я уже говорил, и мы обязательно доберемся, отдельный будет выпуск Gangsta Barbershop, посвященный мейджор-лейблу Universal Music, вы узнаете, как он захватил мировую музыкальную индустрию. Как я всегда говорю, да,
Universal Music, как только видит, что есть игрок, он его скупает автоматически. Все. Сливаются все под Universal Music. Поэтому, так вот, Дэвид Геффин выпускается через, если не ошибаюсь, Sony Music и неважно. В общем, через Major Label. Да, и Дэвид Геффин видит, конечно же, зачем терять, зачем утилизировать такой охуенный, да, музыкальный лейбл, дай-ка я впишусь. И он вписывается. Что происходит, друзья мои? Что происходит? Дэвид Геффин не тратит, конечно же, свои деньги. Нет, он не тратит свои деньги, он тратит спонсорские деньги. Какие? Так, дядя, соберись и не ошибись, это очень важный момент, но все равно даже этот момент особо не имеет значения. Одним словом, Дэвид Геффин привлекает покупателя, кто будет вкладывать в этот, потому что, Дэвид Геффин же не идиот, хули мне свои бабки туда вкладывать, я просто возьму под свое крыло лейбл, буду получать проценты. И если не ошибаюсь, друзья мои, контора Fuji, по-моему, Fuji фильм покупает акции. Да, Fuji, если не ошибаюсь, могу ошибаться, даже если ошибся, неважно. Суть не в названии конторы, а большая компания, миллиардер, покупает 50% акций вот этого никчемного лейбла за копейки, конечно же. За копейки, потому что лейбл на грани закрытия. За копейки он покупает 50% акций. И вот, если не ошибаюсь, и 50% переходит все-таки Геффину. Суть не в этом. Суть в том, что Геффин делает движуху и забирает лейбл под свое крыло. С этой секунды лейбл Def Jam Recording начинает выпускаться через Major Label Sony Music, а не Columbia. Все, Columbia, до свидания. Sony Music начинает выпускаться, конечно же, под руководством Дэвида Геффина. И Def Jam Recording начинает взрывать. Вот с этого момента Def Jam Recording начинает взрывать. С этого момента начинают один за другим раздавать мировые награды таким дурачкам, никчемным, просто никчемный LL Cool J, который хуже всех читает рэп, получает все награды. Run DMC, Shmrun DMC начинают взрывать, друзья мои. И Рик Рубин здесь абсолютно не при делах. Тем временем, что происходит в жизни у Рика Рубина, у этого мочалки, у этой беспонтовой капроновой мочалки? Что происходит тем временем у этого дурачка? Он убежал с Def Jam Recordings, да. И, конечно же, да, Рик Рубин открывает свой собственный, никому не нужный лейбл, друзья мои. Никому не нужный лейбл, который назывался Def. Смотрите, какой сучара Рик Рубин, какая же сучара Рик Рубин забирает Def. Тоже использует Def, да? Зачем он это делает? Ты же лучший продюсер в истории. Ты же охуенный продюсер в истории. Какого хрена, дурачок? Ты берешь логотип, который уже известен, чтобы быстро хайпануть, да? Сучара, да. И, конечно же, так делает только ноль. Никчемное существо, которое понимает, что ему нужна чужая хайповая идея, чтобы его начали воспринимать всерьез, берет, да, в наглую, чепушила это мочалочная, берет в название своего нового лейбла, ставит Def American Recordings. Так он называет свою туалетную контору. А это туалетная контора, друзья мои. Это не музыкальный лейбл, это не музыкальное агентство, это не продюсерский центр. Это обычный туалет. Знаете, вот эти туалеты, обычные туалеты. Идешь по улице,
и стоит туалет с кнопкой, да, там надо заплатить сколько-то картой, зайти, сделать свои дела и выйти. Вот что из себя представляла, да, Def American Recordings, которую основал Рик Рубин. Просто в отличие от нормальных туалетов, у Рик Рубина был туалет обычный, из деревяшек. Дверь ветром открывалась, закрывалась. Туалета как такового внутри не было. Там была дырка, да, обычная дырка, просто яму он сам своими руками яму скопал, чтобы люди заходили, ссали, срали в эту яму. Все, деревянное говно. Даже там туалета не было. Вот такую чушь. Даже негде было руки потом помыть. Даже у него крана воды не было. Ничего. Просто из деревяшек собрал буточку, сделал там яму, заходите, срите, ссыте сколько хотите на этот лейбл. Так и произошло, да. Если вы посмотрите артистов, которые на этом дурацком лейбле были, если вы посмотрите этих артистов, друзья мои, ни один артист просто никто. Ни один артист в истории в итоге никто, просто никто. Одни нонеймы. Одни нонеймы, и когда Рик Рубин начинает хайповать, когда хайпанул? Рик Рубин впервые в жизни хайпанул по факту сам по себе со своим вот этим вот лейблом туалетным, да, он по факту хайпанул с Джонни Кэшем. И опять же, смотрите, все говорят, какой же Рик Рубин великий продюсер. Рик Рубин сделал Джонни Кэшу возвращение в игру. Ну, конечно же, друзья мои, это полнейший что? Правильно, бред, и полнейшее что? Правильно, чушь. Смотрите, как самый никчемный продюсер в истории хуже, чем Доктор Дре, не имеющий отношения в принципе к продюсированию, конечно же, Рик Рубин не знает, что делать. Артистов, которых он по своей тупой башке пригласил на вот этот никому не нужный Def American Recordings, никто ничего не добился, никто ничего не получил. За сколько? За 6 лет существования лейбл просто валялся в канализации. Вот эта туалетная дверь вылетела уже, все, там ничего не было. Просто пустышка. Уже артисты даже не хотели туда ссать и срать. Все, не хотели. И что происходит? Ну, конечно же, Рик Рубин, как обычный подпездыш, обычное чмо, обычный фейковый дурачок, смекает, что он ничего не умеет, что он просто никто, и чтобы хайпануть, ему надо не взять каких-то нонеймов, а потому что он-то в музыке не шарит, абсолютно не шарит. Как он возьмет нонейма и сделает артиста? Он не умеет ничего, да. Поэтому что он делает? Он убирает, но, по-моему, он не по своей воле убирает. По-моему, его прижучили, заставили, сказали, сучара, а ну-ка убрал из названия Def. Ты что, охуел? Авторские права нарушаешь, дурачок, да. И он убирает из названия лейбла Def, оставляет название лейбла только American Recordings. Да, American Recordings, и делает ребрендинг такой небольшой, потому что Def American Recordings все провалилось к чертям, делает ребрендинг Рик Рубин, да, и что делает? Призывает никому не нужного, у Рик Рубина ни копейки. Ага. Но на тот момент в истории американской музыки, конечно же, Джонни Кэш, друзья мои, Джонни Кэш — это самый хайповый кантри-исполнитель в истории американской музыки. И, конечно же, Джонни Кэша обожала американская аудитория. Они его знали, они его любили. Это известная личность. Но эта известная личность валялась в 1994 году в своем же собственном говне, как вы уже поняли. Никому не нужна кантри-музыка, не нужна, никто не слушает этого Джонни Кэша, нахер никому не уперся, да. И что делает Рик Рубин? Рик Рубин понимает, что хотя бы у него есть имя, и хотя бы ему не надо платить. Джонни Кэшу платить не надо, он чепушила, которая валяется в своем говне. Денег у меня нет, но я возьму и спижу, конечно же, спижу чужую идею и сделаю из него возврат в игру. И что делает он? Чтобы прорекламировать свой нахуй никому не нужный, никчемнейший лейбл, он берет этого никому не нужного Джонни Кэша,
записывает ему ужасный говноальбом, да, ужасный говноальбом. Ну а что, Джонни Кэш, старое чмо, весь в алкоголе, в обнимку, в засос с Риком Рубином валялись на этом пульте. Сколько раз Рик Рубин и этот Джонни Кэш друг другу в позе 69 бутылку от коньяка совали друг с другом, блевали на этом пульте. Что из этого может выйти? Конечно же, никакого толкового альбома не вышло. Но тут дело не в этом, тут дело в том, что ребрендинг произошел, да. И назвали альбом в честь лейбла. Альбом этого дурачка назвался American Recordings, что-то такое, да. Короче, в честь лейбла, который никому не нужен. В честь вот этой туалетной будки, поняли? Так сам альбом и есть туалетное вещество. И, конечно же, в честь туалета и назвали этот альбом, да. И Рик Рубин бежит с этим альбомом на Major Label. Конечно же, этот альбом Major Label берет. Рик Рубин делает пригубление. Я не помню, какой Major Label уже выпускал, это вообще не имеет никакого значения. Рик Рубин пригубливает, да, маркетолога Major Label, который выпустил в итоге Джонни Кэша, пригубливает так хорошо, что убеждает в том, что, ребята, дайте последний шанс, просто попробуйте. Джонни Кэша знают, здесь он с новым звуком, он может взорвать. И на самом деле это сработало. Это сработало, да, Джонни Кэш с этим альбомом хайпанул, и потом после этого опять же нахуй никому перестал быть нужен. Просто моментально, сию секунду, что дало Рику Рубину небольшой хайп? Что привело Рик Рубина в игру? Да, и начали люди приписывать, что смотрите, Рик Рубин вернул в игру никому не нужного Джонни Кэша. На самом деле это все фейк, друзья мои. Рик Рубин не работал вообще над альбомом. Рик Рубин не при делах. Рик Рубин как обычный агент, просто как обычный агент. Взял в этот раз, что он сделал? Просто взял не нонейм артиста, а взял нейм артиста. И это сработало. Все, больше ничего. Просто он взял артиста, притащил на лейбл, говорит, смотрите, он известный артист же, вы же его прекрасно знаете. Попробуем, умоляю. Ему сначала сказали, иди нахуй, вонючая мочалка. Что делать? Мочалка. Рик Рубин начал вот так тихо-тихо опускаться, ровно точно так же, как и Уитни Хьюстон перед Клайвом Дэвисом. И пригубливать у маркетолога Sony Music, по-моему, также, да. Sony Music. Так вот, чуть-чуть сделал себе имя. Этим он чуть-чуть себе вернул какое-то имя, себя как-то обозначил. Но еще раз повторяю, даже это не вернуло в игру лейбл. Так вот, друзья мои, если мы посмотрим, Рику Рубину приписывают System of a Down. Рику Рубину приписывают все, что угодно. Но! Факт в том, что System of a Down, Wu-Tang, не знаю, Металлика и Шмихуялика, кроме Джонни Кэша. Вот Джонни Кэш единственный, да, реально был выпущен на лейбле вот этом American Recording, который Рик Рубин, да, основал. И все, больше ничего у этого лейбла нету. Все, несуществующая туалетная будка, все. Да, но все остальные артисты, Jay-Z, я не знаю, Бейонсе, которых переписывают к Рику Рубину, не выпускал Рик Рубин. Рик Рубин на Def Jam работал всего лишь с 84 по 88. После этого Рик Рубин никогда в жизни больше не работал на Def Jam. Никогда в жизни. Он никогда больше и не вернулся на Def Jam. Def Jam управляли Геффин, вот этот сверху ссал вот так на этого брата Рана DMC, а тот открытым ртом все это глотал и потом пердел на артистов. Все. К Def Jam с 88 года никакого отношения не имеет Рик Рубин. И, как вы уже поняли, Рик Рубин никакой, конечно же, не продюсер, не имеющий отношения к музыке. Да, как-то Рик Рубин
набухался, это не мои слова, друзья мои, это факты. Дядя Джей, Gangsta Barbershop, только факты. Как-то Рик Рубин алкоголик, как я уже сказал, профессиональный алкаш. Рик Рубин за чекушку водки «Красная цена» готов сделать все, что угодно. Просто покажите чекушку водки «Красная цена». А вот помните, знаете, такие еще стаканчики продают. Закрытый с крышкой стаканчик 100 грамм или что, внутри алко, все, просто вот так он, этот стаканчик, если ты покажешь Рику Рубину, пиздец, Рик Рубин готов на все. Просто покажи стаканчик вот этого спирта, Рик Рубин сразу просто хуже, чем любой зависящий. Но он тоже зависящий от алкоголя, да. И вот этот алкаш, Рик Рубин однажды набухался, конкретно набухался, столько чекушек этих выпил, его пригласили на подкаст, но он же тупой, он не знает, что ему рассказывать, как ему рассказывать, ни на один вопрос не знает ответа, да, и для храбрости он набухался этими чекушками, сел на подкаст, и на подкасте у него спрашивают: чувак, как же ты, такой великий музыкальный продюсер, как же ты, какими же инструментами, чем ты владеешь, как же ты создаешь эту музыку? Да, и Рик Рубин говорит, открыто заявляет, уже, конечно же, под чекушками, чекушка беспощадная, чекушка раскрывает язык Рику Рубину, и Рик Рубин сам себя закапывает и заявляет на всю страну, на подкасте у кого-то там, неважно у кого, открыто говорит: я не умею играть ни на каких инструментах, я даже не умею работать с пультом. Открыто заявляет Рик Рубин: я даже не умею пультом, я даже не знаю, какая кнопка что означает, что такое пульт, я не знаю. Вот так Рик Рубин орет, и вот так берет и чекушку закидывает, и вот так об стол подкаста бьет: сука, отъебись от меня, я не имею отношения, я не знаю, как это все устроено. Орет вот так. Блять, а у этого ведущего подкаста снизу под столом кнопка экстренная. Смотрит, Рик Рубин орет. Уже Рик Рубин вот так взял этот стаканчик, да, дном вперед. Ведущий понимает, что сейчас Рик Рубин хочет ему по ебальнику ударить. Нажимает, бегут, охрана бежит просто быстро сзади. По башке дают, вырубают этого алкаша. В момент, когда ударили по башке, произошла очень неприятная такая противная вещь. Ну что делать, надо рассказать. В момент, когда ударили ему по башке, чтобы вырубить, в момент, когда он вырубался, конечно же, он столько чекушек выпил, да. В этот момент напротив него и сидит ведущий, и он от удара все, что он выпил, всю чекушку прямо вот так на лицо этому ведущему подкаста. Потом этот ведущий подкаста проходил дезинфекцию и так далее, но так и не смог прийти в себя. Заразился какой-то чумой от этого мочалки беспонтовой, и его утилизировали в этот же день с этого телешоу, да. И все. Рик Рубин спалился, не умеет ничего. Это правдивая история. Есть этот подкаст, на самом деле, насколько я знаю, где он это пропердел. Так вот, друзья мои, теперь, как так получилось, что все артисты, которых выпускал Geffen Records, под которым гулял Def Jam, да, все эти Jay-Z, Wu-Tang, Run DMC, Beastie Boys и так далее и тому подобное. Что их всех объединяло на Def Jam? Что их объединяло? Их объединяло только одно – смешение жанров. Что происходит, друзья мои? Теперь очередной фейк вокруг этого дурачка Рика Рубина. Самый важный его типа плюс Рика Рубина, что говорят? Рик Рубин первооткрыватель. В чем он первооткрыватель? Рик Рубин первый в истории, кто скрестил
рок-музыку с хип-хоп музыкой, да, сделав рока-хип-хоп, и это был новый звук, это было что-то новое, люди это схавали, и Рик Рубин отец New Metal, отец вот этого скрещения жанра New Metal якобы, да, типа Linkin Park ему приписывают, Linkin Park, к которому вообще не имеет отношения Рик Рубин. Рик Рубин никому не имел отношения. Это просто обычная чепушила, которая просто припездывалась. И сейчас я вам расскажу, да, просто припездывалась на эти студии звукозаписи, делал фотки, якобы он имеет отношение, и сбегал оттуда. Ничего не делал, не работал ни над одним альбомом. И скрещение жанров, которое приписывают Рику Рубину, конечно же, это не Рик Рубин. Рик Рубин все спиздил. Была такая рок-группа, по-моему, если не ошибаюсь, основанная еще задолго до появления Def Jam Recordings. Рок-группа, могу ошибаться, но, по-моему, не ошибаюсь, так и называется. Рок-группа под названием Fate No More, по-моему. Fate No More, что-то такое. Или, короче, Fate No More, наподобие того. И, я вставлю точное название и картинку на монтаже вы увидите. Да, короче, рок-группа вот эта Fate No More. Это первые в истории ребята, которые задолго до основания Def Jam Recording и, в принципе, появления Рика Рубина в музыкальной индустрии скрестили рок с хип-хопом и хайпанули на этом, начали гастролировать и так далее и тому подобное. Вот кто впервые это сделал, не Рик Рубин. Рик Рубин не при делах. Рик Рубин спиздил эту идею, конечно же. Конечно же. И Рик Рубин с этой идеей пришел и нализал жопу Дэвиду Геффину. Да. Мочалка на один единственный день побрил свою мочалку с ебальника, потому что Дэвид Геффин не любил, когда мочалка у него в жопе трется. Да. И, конечно же, Рик Рубин это понимал. Рик Рубин бреет свою мочалку с ебальника, со свежим лицом и идет к Дэвиду Геффину. Дэвид Геффин не узнает, ты кто такой? Это я, Рик Рубин, пришел, чтобы сделать приятно, да. И, конечно же, после этого приятно Дэвид Геффин слушает, что Рик Рубин говорит, давай спиздим идею у Fate No More, вот этой рок-группы, и давай всех наших артистов, а на Def Jam была такая, да, тенденция, все музыкальные жанры были на этом лейбле, абсолютно все. G-Funk там появился, там все там было, все на Def Jam, потому что Дэвид Геффин держит Def Jam Recording, да, все было там. И Рик Рубин говорит, у тебя столько артистов, умоляю, давай, дай мне шанс, дай я скрещу у всех у них, фиты сделаем и скрестим их всех. Рок с речитативом. Дэвиду Геффину эта идея понравилась, и он дал добро. Да, Рик Рубин пошел, отрастил заново себе Дед Морозовскую бороду, чтобы выглядеть, как он должен выглядеть, как дешевый алкоголик, мочалка беспонтовая, и начал вот так совать свой вонючий нос во все проекты. Поняли, друзья мои? Так он провалил карьеры этих людей. Друзья мои, самая говенная музыка всегда будет в трендах. Всегда понос, говно, моча, самое дно всегда будет в трендах. Потому что музыкальной индустрией управляют никчемные персонажи, которые к музыке не имеют отношения. Музыкальной индустрией не управляют профессиональные композиторы, профессиональные певцы. Профессиональные композиторы и профессиональные певцы лишь марионетки, которые ничего не решают. А бизнесом управляют серьезные типы, наподобие Клайва Дэвиса. Клайв Дэвис не знает, что такое музыка. И Клайву Дэвису похуй на то, что такое музыка. Он просто хуярит рекламой в ебало зрителя. Все, больше ничего. И, конечно же, ужасные, обратите внимание, самые ужасные песни, которые выпустил Def Jam Recording, это именно скрещивание рока с рэпом. Это невозможно слушать. Как только ты включаешь песню Jay-Z, которая тоже является Рика Рубина скрещивание, да,
Да, Джей Зи переспал с Риком Рубином неоднократно. Джей Зи и Рик Рубин тайные любовники в миллион раз хуже, чем Доктор Дре и Эминем. На самом деле, рассказывая про Рика Рубина и Джей Зи, мне аж не хочется даже ничего плохого говорить про Доктора Дре и Эминема. А вот Рик Рубин и Джей Зи это профессиональная пара. Все. Профессиональная пара. Бейонс приходит каждый вечер, Бейонс приходит, жопу свою открывает в лучшем нижнем белье с Victoria's Secret, садится на лицо Джей Зи ее вот так скидывает. Нет. Только Рик Рубин может садиться на лицо Джей Зи, друзья мои. Только Рик Рубин это тот, кто сидит на лице Джей Зи. И по жизни. Сейчас тоже, да. Вот. Так вот, если вы послушаете эту гандонскую песню 99 Problems от Jay Z, ее невозможно слушать даже 30 секунд. Это взрыв башки. В принципе, скрещивание рока с рэпом можно делать красиво. То же самое с Beastie Boys. Beastie Boys все так говорят, да? Beastie Boys. Beastie Boys невозможно слушать как музыку. Beastie Boys хайпанули на комедии. Beastie Boys хайпанули за счет юмора. Люди не слушали Beastie Boys, люди смотрели Beastie Boys. Это разные вещи. Разные вещи. Так вот... То же самое Beastie Boys, вот и Хуисти Boys и так далее и тому подобное. Вся эта шушера. Вот как получилось, что Рику Рубину приписали всех. Потому что там, где было так как всех артистов выпускал Def Jam под руководством, конечно же, Geffen Records, Дэвида Геффена, да. Так как всех, это монополист, всех выпускал именно он, да. Соответственно, во всех этих артистов скрещение артистов Рик Рубин. Скрещение артистов Рик Рубин. Рик Рубин спиздил идею у рок-группы 79 года. И Рик Рубин не является автором идеи скрестить рок с хип-хопом. Он пиздобол. Да. И вот как получилось, что Рик Рубина приписывают ко всем вообще. Где, как только вы слышите... речитативный рок, Рик Рубина приписывают только потому, что вот это вот все произошло, то, что я вам рассказал. И теперь, под самый конец уже истории этого никчемного мочалки беспонтовой, мы придем к следующему. Если вы посмотрите, еще раз говорю, как продюсер лейбла Def Jam Recordings, никогда не работал. Никогда не работал в принципе как продюсер. И теперь... Только положительная, только хвалебная информация про Рик Рубина в интернете, но, конечно же, редакция проекта Gangsta Barbershop все-таки нашла один очень интересный отзыв про такого дурачка по имени Рик Рубин. Да. Вы все прекрасно знаете такую группу Slipknot. Да. Slipknot, вы прекрасно знаете эту группу. Так вот... Этот дурачок Рик Рубин приебался к Slipknot. Slipknot на самом деле, да, талантливые ребята. Я не люблю их музыку. Я не переношу на дух этот Slipknot. Меня тошнит от такого рода музыки. Но Slipknot для фанатов рок-музыки, и среди вас по-любому есть те, кто рок обожает и обожает музыку Slipknot, для вас эта музыка пиздатая. Да. И Slipknot на самом деле сами по себе это талантливые артисты. Что правда, то правда. Ребята, которые реально умеют сами делать музыку, да. Не то, что им кто-то диктует, вот тут надо так, как Джимми Айовин доктору Дре. Все песни Джимми Айовин контролировал у доктора Дре. Доктор Дре приходил к Джимми Айовину, давал песню, Джимми Айовин вот так по губам ударял, убирая это говно пидормот. Да, но в вопросе Slipknot так не было. Slipknot сами делали свой продукт, да. И тут появляется Рик Рубин, который хочет в очередной раз присобачиться к чужому таланту, друзья мои, да. И, конечно же, Slipknot знать не знают, кто такой на самом деле Рик Рубин. Они не представляют, что Рик Рубин это обычная мочалка, да. И, конечно же, в надежде на то, что с нами будет работать лучший продюсер в истории, да, решают с ним записать совместный альбом. В итоге что происходит? Это... достоверная информация, правда, потом ее удалили. Но архивы есть по-любому, есть, это легко можно найти, потому что редакция Gangsta Barbershop все-таки нашла эту информацию, значит и вы сможете найти. Так вот,
И в итоге, что произошло? Слипноты, какой отзыв оставляют о Рике Рубине? Потом на них наехали, да, Геффин на них наехал, сказал: пидорасы, вы зачем палите контору? Рика Рубина и так вот так все ассоциируют. Хули вы так портите мне дела, гандоны? А ну-ка быстро скажите, что вы были неправы. И они так и сделали. Потом взяли свои слова назад. Но, конечно же, это фейк. Их просто присанул Геффин, да. Так вот, слипноты что сказали? Разозленные начали орать на всю прессу. Какого хуя этот гондурас Рик Рубин получил 20% с нашего продукта, когда он не приходил на студию, он не работал над нашим альбомом, он не инженерил наш альбом, не мастерил, не участвовал в написании треков. Он появился за все время записи альбома, которое длилось год, блядь. Этот дурачок, мочалка заднеприводная, появилась на студии звукозаписи всего лишь 40 на 45 минут. И то эти 45 минут он в пьяном состоянии спал на диване и даже не видел, что происходит на студии. Мы требуем вернуть нам бабки, которые были отчислены от нашего авторского альбома этому пидормоту Рику Рубину. Такое требование Slipknot выдвинули. Да, через прессу обратились Геффину. Геффин прижучил, сказал: сучары, заткните свои ебальники, пока я вам этого мочалку каждому не засунул в жопу. Поняли меня? Заткнитесь, довольствуйтесь своими $1500, которые вы получили за этот альбом, гондурасы, и не портите репутацию мне и моему лейблу, сучары вонючие. И после этого Slipknot взяли назад свои слова, принесли извинения. Уже сказали, что нет, ну мы понимаем, как они выкрутились. Мы понимаем, просто у Рик Рубина так много проектов. Рик Рубин великий продюсер, у которого просто времени нету. Его винить нельзя в том, что он не успевал к нам приезжать на студию. Вот так Слипноты насосали жопу Геффину. И вот так Геффин их простил, друзья мои. Но, конечно же, в этой информации все настоящее истинное лицо Рик Рубина. Никто. Обычная, просто капроновая мочалка. Вот и все, друзья мои. Вот и все. Это весь Рик Рубин. Больше сказать про это чмо просто нечего, друзья мои. Да, вот и все. СМИ, интернет, Википедия и так далее, представляющие вам: Рик Рубин, лучший продюсер в истории. Теперь вы знаете, что это обычный фейк, обычная чепушила, обычная капроновая мочалка, который в своей жизни не спродюсировал никого. Ни одного проекта, ни одного артиста, ни одну песню не спродюсировал. Это беспонтовое петушиное чмо. Да, друзья мои. Вот и все. В кем был всю свою жизнь, проработав всего лишь 4 года в качестве музыкального агента, провалился и больше никто. Дальше был подпиздышем, который просто спиздил идею вот этой рок-группы по скрещению рэпа с речитативного хип-хопа с рок-музыкой. И вот так вот по сей день этот алкоголик шляется тут-там и продает свое очко бесплатно Дэвиду Геффину. На этом на сегодня все, друзья мои. С вами был лучший продюсер в истории, дядя Джей. Это лучший проект, единственный проект во всем мире, который вам рассказывает истинную правду, настоящую правду о том, как на самом деле устроен этот беспонтовый мошеннический шоу-бизнес и вся эта никому не нужная беспонтовая музыкальная индустрия. До встречи на следующем выпуске лучшего межгалактического проекта Gangsta Barber Shop, baby.